Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 16 июня. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божией Матери, которая чествуется в этот день, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать по народным приметам. Друзья, далее все более подробно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. 16 июня в православном календаре отмечается День памяти святых мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы Девы, живших в III веке и пострадавших за свою веру в Христа. История их жизни и мученичества вдохновляет и укрепляет веру многих православных христиан по всему миру. Лукилиан родился в III веке в Никомидии, это современная Турция, и большую часть своей жизни он оставался язычником. Но на старости лет обрел христианскую веру и крестился. Благодаря его проповедям многие язычники обратились к Христу. Это вызвало недовольство иудеев, которые донесли на Лукилиана градоначальнику Сильвану. Тот вызвал Лукилиана и потребовал отречься от веры в Христа и вернуться к служению идолам. Лукилиан отказался, за что был жестоко избит, повешен вниз головой и заключен в темницу. В темнице Лукилиан познакомился с 4 юношами – Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Они также страдали за свою веру. Лукилиан укреплял их дух, убеждая твердо стоять за веру, не боясь мучений и смерти. Со временем всех их привели на судилище и бросили в раскаленную печь. Но неожиданно пошел дождь и угасил пламя, а мученики остались невредимы. Тогда правитель приговорил их к смертной казни. Юноши были усечены мечом, а Лукилиан распят на кресте. Свидетельницей подвига святых мучеников стала Дева Павла. Она посвятила свою жизнь служению христианам, страдавшим за веру. Павла приносила еду и лекарства узникам, омывала их раны и погребала тела мучеников. Ее самоотверженность и вера стали известны, и вскоре после смерти Лукилиана и 4 юношей она тоже была схвачена. Святую Павлу бросили в раскаленную печь, но по воле Божьей она осталась невредимой. Это чудо поразило всех свидетелей, но не остановило преследователей. Павлу сослали в Византию, где она была приговорена к усечению мечом. Ее мученическая смерть стала символом бесконечной веры и преданности Христу. История Лукиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Девы Павлы являются вдохновляющими примерами стойкости и преданности вере в условиях жестоких гонений. Их жертвенность и чудеса, произошедшие в момент их мученичества, укрепляют веру и напоминают верующим о важности духовной стойкости. 16 июня Православная Церковь отмечает День памяти иконы Божией Матери Адигитрия Югская. Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы, который имеет глубокую духовную и историческую значимость для православных верующих. Икона Божией Матери Адигитрия Югская связана с историей Югской обители, основанной преподобным Дионисием Глушицким. Югская обитель расположена в Вологодской области, недалеко от реки Юг. Преподобный Дионисий, будучи монахом, в 1383 году основал монастырь на месте явления ему Пресвятой Богородицы. Название иконы Адигитрия переводится как «путеводительница». Этот образ Богородицы считается покровительницей всех путников и наставницей на правильный путь. Согласно преданию, икона была написана на дереве и является одним из древнейших изображений Богородицы. Икона Дигитрия Югская имеет особое значение в православной традиции. Она почитается как чудотворная икона, способная исцелять болезни и даровать помощь в трудных жизненных ситуациях.
Многие верующие приходят к этому образу с молитвами о помощи и наставлении. Согласно легенде, икона не раз спасала Югскую обитель и окрестные земли от нашествий врагов и эпидемий. Во время польско-литовского нашествия в XVII веке икона помогла спасти монастырь и его обитателей от разорения. 16 июня в православных храмах проводятся праздничные богослужения в честь иконы Божией Матери Адигетрия Югская. В этот день верующие приходят в церковь, чтобы помолиться перед иконой и попросить благословения. Традиционно в этот день совершаются крестные ходы, во время которых икона выносится из храма и обходится вокруг обители или по улицам города. Это символизирует защиту и покровительство Богородицы над всей местностью и ее жителями. 16 июня в народном календаре отмечается праздник, посвященный святым мученикам, известный как Лукьян Ветряк или Лукьянов день. Этот день наши предки наделяли особой магической силой, а ветер, который дул в этот день, считался главным предсказателем судьбы и будущих событий. Славянские народы верили, что ветер в Лукьянов день обладает магической силой и может многое рассказать о грядущих событиях. Направление ветра в этот день имело особое значение и считалось важным предзнаменованием. Если в этот день ветер дул с востока, это считалось плохим знаком. Люди ожидали неприятностей и болезней. Идти против такого ветра опасались, предпочитая ждать, когда ветер сможет сменить свое направление. Южный ветер, напротив, считался благоприятным знаком. Он сулил хороший урожай зерновых культур и обещал перемены в личной жизни. Крестьяне верили, что ветер приносит с собой положительные изменения и удачу. Лукьянов день был наполнен различными обрядами и народными приметами, которые помогали людям принимать важные решения и предсказывать будущее. Один из таких обрядов касался выбора места для того, чтобы рыть колодца. Для определения лучшего места для колодца хозяева клали сковороду вверх дном на землю и оставляли на несколько часов. Если за это время сковорода намокала, это означало, что вода находится близко и можно приступать к рытью колодца. Кроме того, в этот день крестьяне наблюдали и за поведением животных и растений, пытаясь понять, как же сложится их судьба и что ожидать в будущем. Считалось, что природа в Лукьянов день становится особенно чуткой и может дать важные знаки и подсказки. Лукьянов день играл важную роль в жизни наших предков, оказывая влияние на их решения и повседневные дела. В этот день они старались быть особенно внимательными к окружающим знакам и народным приметам, веря, что это поможет им избежать бед и привлечь удачу. Хозяева планировали свои работы в зависимости от предзнаменований, полученных в Лукьянов день. Например, южный ветер мог побудить их заняться посевом или строительством, тогда как восточный ветер заставлял их быть более осторожными и избегать рискованных начинаний. Народные приметы, связанные с ветром, также влияли и на личную жизнь людей. Южный ветер мог символизировать новые романтические отношения или же улучшение существующих, тогда как неблагоприятный ветер мог заставить их быть более осмотрительными в личных делах. Лукьянов день, который отмечается 16 июня, был особым праздником для древних славян. Этот день был наполнен магическими ритуалами и приметами, которые помогали людям предсказать будущее и принять важные решения. Особенно важен этот день был для незамужних девушек, которые с нетерпением ждали его, молясь о южном ветре, который считался предвестником встречи с суженым. Незамужние девицы на Лукьянов день выходили на улицу несколько раз в день, стараясь поймать южный ветер. Считалось, что этот ветер принесет им встречу с будущим мужем. Ветер с юга символизировал удачу в личной жизни и сулил скорое замужество. Девушки молились и совершали обряды, надеясь, что их мечты о любви и семейном счастье обязательно сбудутся. Лукьянов день был наполнен различными народными приметами, которые помогали предсказать погоду и урожай на предстоящее лето. Если в Лукьянов день идет проливной дождь, это считалось добрым знаком, предвещающим обилие грибов летом. Грибники с нетерпением ждали такого дождя, зная, что это сулит богатый урожай грибов.
Гром в Лукьянов день считался предвестником плохого сенокоса. Крестьяне, услышав гром, готовились к трудностям в сборе сена и старались предусмотреть меры для минимизации потерь. Крик совы предвещал скорое ненастье, поэтому люди старались быть более осторожными и готовиться к возможному ухудшению погоды. Поведение животных также служило предвестником погоды. Фыркающая лошадь или собака, потерявшая аппетит, считались признаком надвигающейся непогоды. 16 июня отмечают именины Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан. Люди, рожденные в этот день, считаются особенно творческими. Из них часто выходят талантливые писатели, художники и скульпторы. Эти люди обладают способностью видеть красоту даже в самых обычных вещах и сохраняют оптимизм в любых ситуациях. Их творческий потенциал и позитивное мировоззрение делают их приятными собеседниками и верными друзьями. В Лукьянов день проводились различные ритуалы и обряды, направленные на привлечение удачи и благополучия. И этот день также был временем для молитв и размышлений. Люди обращались к высшим силам с просьбами о благополучии, здоровье и удаче. Они верили, что в этот день природа становится особенно чуткой и может ответить на их молитвы. Этот день также был полон различных ритуалов и традиций, направленных на очищение дома, привлечение удачи и благополучия. Одной из главных традиций Лукьянова дня является открытие окон и дверей в доме. Люди верили, что сквозняк способен выдуть из помещения всю нечистую силу, которая могла накопиться за время. Вот несколько рекомендаций по этому обычаю. С самого утра откройте все окна и двери в доме. Пусть ветер свободно гуляет по комнатам, выдувая негативную энергию и нечисть. Это особенно важно, если в последние дни в доме царила тревога или же неприятности. Люди говорили, что сквозняк способен не только освежить воздух, но и очистить дом от негативных энергий. Он проникает в самые укромные уголки и выметает всю нечисть, делая атмосферу в доме более светлой и радостной. Для одиноких девушек Лукьянов день предоставлял особую возможность встретить суженого. В этот день южный ветер несет с собой удачу в личной жизни. Если на улице дует благодатный южный ветер, одиноким девушкам стоит выйти из дома. Ветер считается символом перемен и может надуть хорошего жениха. Девушки раскидывают руки и становятся спиной к ветру, позволяя ему обвивать их фигуру, как бы наполняя их силой и привлекательностью. В этот день также стоит произносить специальные молитвы и магические слова на привлечение любви и счастья. Обращение к природным силам и высшим сущностям поможет усилить эффект ритуала. Помимо открытия окон и дверей, существовало еще несколько ритуалов, которые помогут очистить дом и привлечь в него удачу. Если есть возможность, тогда откройте не только окна, но и входные двери. Ветер должен проникнуть во все уголки дома, выдувая из щелей и закоулков всю плохую энергию и нечисть. Для усиления эффекта очищения можно использовать травы и обереги. Например, развесьте пучки полыни или лаванды у входных дверей и окон. Эти растения издревле считались сильными защитниками от злых духов и негативной энергии. Также не забудьте произнести благословения и молитвы, обращенные к защитникам дома и к предкам. Попросите их о защите и благополучии для всех членов семьи. На Лукьянов день также можно проводить и другие обряды, направленные на привлечение удачи и счастья. Наберите немножечко воды из природного источника и осветите ее молитвой. Этой водой можно окропить углы дома, чтобы усилить его защиту. Также повесьте небольшие зеркала в темных углах комнат. Считается, что зеркала тем самым отражают и отводят негативную энергию, предотвращая ее накопление. Используйте и аромамасла для очищения пространства. Ладан, мира или лаванда помогут создать атмосферу спокойствия и уюта. День Лукьяна Ветряка, отмечаемый 16 июня, наделен особой магической силой, связанной с ветром. В старину наши предки верили, что ветер в этот день обладает способностью влиять на судьбу и события, происходящие в жизни людей. Особое внимание уделялось различным запретам и приметам, соблюдение которых считалось необходимым для защиты от неприятностей и привлечения удачи.
Одной из главных примет этого дня является запрет на противостояние восточному ветру. Считалось, что ветер, который дует с востока, приносит болезни и неприятности. Поэтому, если ветер дует с востока, лучше переждать его или найти укрытие. Идти против такого ветра опасно, так как он может принести негативные события и болезни. Если нет возможности укрыться от восточного ветра, следует читать про себя молитву. Это поможет защититься от возможных неприятностей. В день Лукьяна Ветряка можно и важно контролировать свои мысли и не думать о плохом. Ветер, согласно народным поверьям, может унести негативные мысли, да еще и в придачу воплотить их в жизнь. Поэтому в этот день старайтесь думать только о хорошем. Негативные мысли могут материализоваться, поэтому важно сохранять позитивный настрой. В этот день не рекомендуется сушить белье в помещении. Наши предки верили, что ветер способен выдуть из белья все неприятности и горести. Поэтому вывести белье на улице, чтобы ветер очистил его от негативной энергии. Это также относится к вещам больного родственника. После ветреной очистки надевание этих вещей должно способствовать выздоровлению. Также в этот день существовали и определенные запреты, связанные с деньгами. Нельзя, неся большую сумму денег, лезть в карманы на улице, так как ветер может выдуть деньги, что приведет к финансовым проблемам. Поэтому избегайте манипуляций с деньгами на улице в этот день, чтобы не привлечь финансовые трудности. В день Лукьяна Ветряка окна в доме должны быть открыты, чтобы ветер мог выгнать нечистую силу. Поэтому обязательно откройте окна, чтобы сквозняк очистил дом от негатива. В этот день не рекомендуется рассказывать сокровенное даже близким людям. Считается, что ветер услышит и разнесет вашу тайну повсюду. Избегайте откровенных разговоров, чтобы не раскрыть свои тайны и не привлечь неприятности. Важной народной приметой является и обязательное приветствие дворника. Если пройти мимо него и не поздороваться, можно столкнуться с чередой неприятностей. Поэтому всегда приветствуйте дворника, чтобы избежать негативных последствий. Также народные приметы гласят, что нельзя рассказывать сны, увиденные на 16 июня, особенно если они были плохими. Поэтому не делитесь своими снами, чтобы избежать их воплощения в реальность. Вот такой, друзья, у нас с вами день 16 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.